Слушайте, а как вы так угадали? Все время угадываете, так хорошо прям. Ну, неси сумку. А там еще конфеты. А скажи мне, а что ты слушала в детстве? Меня всегда интересует вопрос, как бы, состоявшихся артистов. Ой, можно я не буду говорить? Нет, на самом деле, потому что я видел, как ты, то есть слышал, как ты поешь по-французски, по-английски. И опять же, ну, я не думаю, что в городе, в котором ты жила, было такое количество прихода вот, современной музыки на тот момент. Или было все? Ну, Сергея Лазарева было достаточно. Ну, Сергей Лазарев, да, как бы. А что помимо Сергея Лазарева, героя твоего детства? Рок-н-ролл, джаз, блюз. Это было? Нет, вы знаете, одно время очень модно было слушать дабстеп. Да. Да, и я ходила в 5-6 классе, вот так вот, у меня был Nokia какой-то, то ли синий, то ли какой. Вот, я ходила, я прям на самую большую громкость включала и ходила такая. Вот эта музыка. Я ходила, какая же я крутая вообще. И вот я тогда это слушала, не потому что мне это нравилось, но я как будто бы тогда не имела своего музыкального вкуса и какой-то наслушанности. Именно поэтому слушала все, что мне попадало вообще в уши. И только со временем, наверное, даже я так скажу, к 18 только годам я начала понимать вообще, что на самом деле мне нравится. И вот сейчас то, что я слушаю, это прям абсолютно разнообразная музыка. Но, честно скажу, рока там очень мало. Наверное, к сожалению. А скажи мне, а в твоем понимании рок это что? Ну, если мы говорим про вот рок по типу Ария, как он Кипелов, вот что-нибудь такое, или Стас Намин, вот такой рок. Ух, у тебя рок так беспокойный. А хороший. Нет, я очень, кстати, люблю... Вообще, я, как и все, наверное, большинство девчонок, очень любила слушать Земфиру. Одно время мне очень нравилось. Вот. Диана Арбенина, кстати, тоже была в моем плейлисте. Вот. Ну вот, но обычно для меня рок это что-то... Для меня рок это вот это, по большей части. Ты знаешь, вот такого рока у меня нет в плейлисте. В принципе, конечно, путь твой от дабстепа к этому року весьма тяжелый. Да, там была Юлиана Караулова, кстати. А скажи мне, а почему тебя выбросила на Эдит Пиаф вдруг неожиданно? Слушайте, я не хочу врать сегодня вообще ни в коем разе и говорить, что я какая-то очень образованная и слушала Эдит Пиаф. Я не слушала Эдит Пиаф. Просто... Ну ты же пела Эдит Пиаф. Я ее пела, потому что это была очень хорошая конкурсная песня. И она у меня очень хорошо получалась. И мой педагог по вокалу, и моя мама мне просто периодически показывали какие-то песни, которые надо бы учить. И я такая, ну, вот это вроде неплохо. И Эдит Пиаф мне тогда понравилось. Но слушать я ее, честно сказать, не Ты что, слушала. мне напомнила, знаешь, историю, когда появилась программа «Поле чудес», ходила масса шуток, что отгадал все буквы, но не отгадал слово. То есть то, что мама советовала, что ты делал. Ну, в принципе, неплохо. Дамы и господа, Диана Арбенина. Есть сюрприз для вас, мои дорогие друзья, кто сегодня пришел в этот зал. Я очень рада вас видеть, естественно. Я, наверное, с вами, кстати, даже не поздоровалась. Хотя я не видела. Привет, балконы! Как вы там? Как вам звук? Все хорошо? Отлично. На балконе плохо? Ну садитесь сюда, приходите. Приходите, я серьезно. Прыгай. Приходите. Нет, не прыгайте, нет. Нет. В этом заведении мы не будем это Кому-нибудь делать. на голову. В общем, если кому-то там что-то не нравится, внизу вроде бы все хорошо. И места есть, поэтому мы вас ждем. Не, внизу хорошо. И, в принципе, на балконе должно быть тоже хорошо. Может, у вас уши настроены на Сергея Лазарева. Это, кстати, идея. Ватные палочки. В общем, Валерий вас услышал, Валерий Зеленый сегодня на звуке, поэтому, возможно, что-то изменится. Я очень на это надеюсь. Валерка хороший, потому что половина передач сделана с Валеркиным звуком. А мы сняли на сегодняшний день, по-моему, более 350 программ. Валерий? Поэтому никаких сомнений, все будет окей. Сегодня у меня сюрприз, очень неожиданный даже для меня, если честно. Как-то раз я познакомилась в одном баре
с мужчиной. И он оказался очень талантливым. Я не хожу по барам. Просто было холодно. Вот, я с ним познакомилась. Так я себе отмазка, знаешь. Кто бы согрел? В общем, его зовут Жан Жоржи. Он француз. Вообще, классное знакомство, да? Вот это мне подфартило. И оказалось, что он очень круто играет на фортепиано и еще при этом и поет. Ну, и я такая, значит, привет. Не хочешь у меня на концерте поиграть? И он такой, оу, yeah. Как там по-французски? Oui, точно. Я изучаю английский, пока что плохо с французским. Это bonjour, bonsoir. Je m'appelle Диана Анкудинова. В общем, если вы не против, я бы хотела пригласить Жана на сцену. Жан, выходи. Надо упомянуть, что времени на репетиции не было от слова совсем. Было время только, когда вот мы в WhatsApp, он меня спросил, что будем петь, и я ему скинула 3 песни. Все. Поэтому, даст Бог, все будет хорошо сегодня. Так, надо найти текст. А пой любой. Да, там сейчас будет французская песня, сидит француз, я... Первая песня очень неожиданная, хотя для тех, кто смотрит мои... Как назвать? Шорцы, да. Кто смотрит мои шорцы, тот наверняка знает, 100 раз уже слышал эту песню. Можем? Что-то знакомое пошло.
Скажи, а что тебя вдруг потянуло на чертовой классике совсем, знаешь? На самом деле, вот Girls from Ipanema это такая, ну, знаковая песня, которая игралась всеми джазменами. А, ты без наушников, ты не слышишь. Нет, я да, без... Хорошо, я Извиняюсь, повторю, отвлеклась по звуку. я повторю вопрос. Girls from Ipanema это такой джазовый стандарт, который переиграли все. То есть существует масса вариантов от джаза до черти знает чего. А чего ты вдруг решила взяться за это произведение? Вообще, открою секрет, я учусь в ГИТИСе. Вот, уже, если честно, заканчиваю. Я уже на 5-м курсе. И... Да. Спасибо. Вот, и у нас тема дипломного спектакля — это девчата. Кто смотрел? Ну, конечно же, да. Кто не смотрел, я вас не знаю. Вы точно? Ты спрашиваешь, что половина зала пожилых, конечно, все смотрели. А кто в коленках послабее? Я знаю эту сцену. В общем, у нас есть там такой прикол, что у нас режиссеры придумали, что вот это очень скучно, девчата. Надо туда вплести джаз каким-то образом. И теперь я играю там Эллу Фиджеральд. Элла Фиджеральд в деревне нарисовала. Как это выглядит? Я пока не понимаю. Но это выглядит на самом деле очень интересно, потому что, учитывая, что у вас не будет возможности это посмотреть, скорее всего, вживую, к сожалению, так получилось, я поэтому могу, наверное, рассказать. Концепция такая, что у нас есть английское трио. Значит, кто там у меня там? Я Элла, значит, он Льюис, и тут, значит, этот мистер Фрэнк. Вот, и когда девчата включают радио, мы... А скажи, Элла Фиджеральд, она же толстенькая была. Тебя одевают в какие-то характерные костюмы? Ну, знаете, Элла Фиджеральд, на самом деле, это было как наблюдение такое для меня, как для актера, чтобы я понимала, как себя вести. Но никто в зале не должен знать, что я Элла Фиджеральд, потому что, ну, вокал там, конечно, страдает, вы сейчас услышали, да? Вот, поэтому я не буду называть себя больше Элла Фиджеральд. Да подожди, но ты же поешь в манере Элла Фиджеральд, если не изменяю. Пытаюсь, но я все-таки просто джазовая артистка. А покажи-ка Элла Фиджеральд какой-нибудь, там, я не знаю, Summertime. Та-да. Вы что? Вот это вы меня подловили, молодой человек. Послушай, ты же знаешь, что со мной нужно держать ухо восток. Все, я поняла, ничего лишнего больше сегодня не болтаем. Ну, как я так спою, если у меня таких данных нет? Я пыталась. Это было впервые, если что. Я специально никогда не делаю этого. Ну, во-первых, пиратское видео, вот я вижу, ползала снимает. Все разобьется, не переживай. А тебе узнаете. Слушай, а кстати, вот я дико не люблю вот эти короткие такие репортажные съемки из зала. Потому что обычно вырывается какой-то кусочек, там, секунд на 15, и все это вываливается. Где душа артиста? Поверьте, я тот человек, который точно так же негодует по этому поводу. И хочу сказать, что души артиста там нет. Там нет ничего, Там абсолютно. кроме одного слова, и все. Могу рассказать одну историю, там будет полунеформатное слово, но такое терпимое. Где-то лет 20 назад меня занесло город такой под названием Китченет, это в Канаде. И случайно прогуливаясь, я попал на центральную площадь и увидел плакат, что сегодня блюзовый фестиваль, и на этом фестивале играет доктор Джон Мейер, вся вот эта вот компания. Я остался, естественно, потому что это было весьма неплохо. В
куча народа. Не, наверное, лет 15 назад, потому что телефон был Sony. Оранжевого цвета, красивый. И я стоял в куче народа, снимал. И ко мне подошел большой такой толстый черный полицейский, сказал: брат, тебе нравится музыка? Я говорю: очень. Как ты думаешь, вот это хорошая музыка в то говно, которое у тебя повесили? Я говорю: не повесил. Так не снимай, получай удовольствие. Братцы, не снимайте, получайте удовольствие. Солидарно, на самом деле. Это чистая правда. У меня еще есть сюрприз. Давай. Еще одна песня. Я думал, ты еще кого-нибудь англичанин вырежешь. Я, конечно, общительный человек, но не настолько. Вот, нашла. Попробуем. Ну, как Если я сейчас еще раз куда-то не туда уйду, я прям остановлюсь и уйду отсюда. Вместе с этой нотой. Подожди, а куда ты хотел пойти? Забыла. Молчу. Ну ладно, давай я тебя представлю. Дамы и господа, Диана Кудин. Someday I'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile and understand. And in a little while, he'll take my hand. And that it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. Someday I'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Сразу в воздухе запахло топазская кругороча. Уже по несколько букетов люди дают. Так, это надо поставить, я поняла. Люди подготовленные сегодня пришли. Вы всегда готовы. Да, я очень мало кушаю в последнее время. Поэтому я буду кушать. А что это? Это колбасные изделия! Обратили внимание, да, колбасные изделия она поставила в уголок. Подальше. А скажи мне, вот я вижу в трек-листе песню Сальватора Адамо. Не смотрите туда. Вы другая? Это неправильно, это не наш? Это Нет, чужой? я просто сейчас вот в моменте. Смотрите, разъясню. Учитывая, что мы все живые люди, да, как бы у всех есть вот этот вот момент, там, не выспался, еще что-то, или просто плохое настроение. И я вот стою в моменте и понимаю, что так, вот это плохо, вот это мимо. Так, ну значит, вот эту песню убираем. Вот у меня так работает в голове. И я вот эту песню, она у меня есть.
Но в голове у меня такое, вот эта вот маленькая Диана, которая: Диана, нет, ты не справишься, да, не-не-не-не. Ну, хорошая песня, потому что я слушал ее в детстве. Песня-то не зря. Верни меня в детство. Великолепно. Давайте тогда так, если вместе с залом мы это сделаем, вы меня поддержите, потому что песню вы точно знаете, 100%. Ой, Жан, давай. Жан, не выпендривайся. Сыграй нормальное выступление. Секунду. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et ma cœur s'habite en noir. Sorti un cortège, toute l'herbe blanche, rose sur la branche, perle sur le calèche. Tu ne viendras pas ce soir. Me tombe la neige, impassible manège. Сейчас вокалист, все вместе. Ла, 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 Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tu te blâmes de désespoir. Saucer un cortège, toute l'herbe blanche, rose sur la branche, pierre sur le calèche. Tu ne viendras pas ce soir, malgré mon désespoir. Me tombe la neige, impassible manège. Me tombe la neige, impassible manège. И еще раз. Готовы? Спасибо.